Здравствуйте, друзья! С вами Fight Академия. Не забывайте подписываться на нас и ставить лайки, чтобы не пропустить ни одного интересного видео. А сегодня мы разберемся, как правильно и удобно наматывать боксерские бинты. Вы видите перед собой, как сложен бинт в исходном положении. Но чтобы начать его наматывать, нам нужно его размотать, дабы добраться до начальной петельки. А это уже конец намотки. Так вот, чтобы было удобней, дома, перед тем, как идти на тренировку, смотайте бинт в обратном направлении, начиная с липучки и заканчивая петлей, которая одевается на большой палец. Чтобы он у вас не размотался в сумке, нужно положить его в середину боксерской перчатки. Раз вы собираетесь наматывать бинты, значит, конечно же, у вас есть и боксерские перчатки. Поэтому вот в таком собранном виде засовываете бинтик в перчатку и уже так собираете спортивную сумку. Итак, а сейчас я покажу два варианта намотки бинта вот с такого положения. То есть вам не надо раскручивать его в ленту, а начинать сразу. Вы одеваете на большой палец, делаете первую обмотку вокруг кисти. Следующая идет на мизинец, перекрывая каждый кентус. Обходите вокруг пальца, следите за тем, чтобы не было сильных складок во время намотки, чтобы все бинты были расправлены. Обматываете косточку и переходите опять на кисть. Так поступаете с каждым пальцем по кругу, через кентус, через сустав. Опять кисть, опять палец, опять кисть, переходим к указательному пальцу, кисть и выходим на большой палец. Большой палец лично я обматываю 2 раза. Дохожу до ногтя, еще один моточек и ухожу на кисть. Теперь, чтобы убрать вот это пустое место, я перевожу бинт и делаю еще одну прокладку между большим и указательным пальцами, проводя по кулаку. И оставшуюся часть бинта закрепляю кистевой сустав. Таким образом, фиксируя кисть в удобном положении, чтобы она сильно не гнулась. Вот это тренировочная намотка. А сейчас я вам продемонстрирую еще один вид намотки, который, на мой взгляд, больше заботится о ваших суставах, о ваших кентусах, вот этих косточках. В этом варианте намотки петельку мы не одеваем на большой палец, загибаем ее и наматываем бинт на растопыренные пальцы 4-5 раз. 4-5 мотков мы делаем. Далее мы снимаем эту заготовленную петлю с пальцев и накладываем ее сверху на косточку. Прижимаем ее, защищая свой кулак. Прижимаем 1-2 раза. Уходим на кисть. Уделяем внимание большому пальцу, подматывая его под ноготь. И прижимаем вот эту конструкцию, проводя бинт между каждым пальцем. Обматывая каждый палец по очереди. Чтобы она у нас никуда не девалась, снимаем мы перчатку, одеваем ее. Эта конструкция должна сидеть жестко.
Обмотали каждый палец, кисть, ладонь и остаток бинта на кисть. Таким образом, у нас здесь создается большой защитный слой. Конечно, не так, как когда мы тейпируем кулаки перед боем, но здесь у нас есть небольшое уплотнение, горбочек, который очень хорошо выделяется, защищая ваши плинтуса. Какие бинты я использую? Чем длиннее бинт, на мой взгляд, тем качественнее вы можете уберечь свою руку от травм. Я использую бинты фирмы Title 4,5 метра. Очень хорошо держит руку, очень хорошо держит липучка и фиксирует кисть. Если бинты маленькие, конечно же, это будет тонкий слой, это будет небольшая экономия на защите ваших рук. Поэтому советую вам приобретать длинные бинты и качественные, потому что после 10-20 стирок дешевые бинты приходят в негодность. Итак, друзья, занимайтесь спортом, оставайтесь с нами, ставьте нам лайк. Всегда ждем вас в гости. С вами Fight Academia. Всего хорошего.